Вашингтон готов пойти на решительный шаг и заплатить за свою оборону рекордную сумму. На грани вторжения Польша выдвигает десятки тысяч солдат к границе в ожидании удара с востока. Америка наносит удар по России. Закон времен Холодной войны может заработать снова. Что это означает для мира? Новые детали российского обстрела Польши, куда целились и какая страна была атакована в то же время. Эти и другие главные события утро пятницы 12 сентября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Нервозность растет. Варшава перебрасывает 40 тысяч солдат к границам с Белоруссией и Россией в ответ на масштабное вторжение российских дронов и накануне начала опаснейших маневров «Запад-2025». Российско-белорусские учения стартуют уже в пятницу, то есть 12 сентября. По словам замминистра обороны Польши Цезария Томчика, это не оборонительные, а наступательные маневры, которые могут стать прикрытием для реальной агрессии. Он напомнил, что похожие сценарии предшествовали вторжению в Грузию и захвату Крыма. Для адекватного реагирования на учения «Запад-2025» необходимы польские и натовские солдаты. Именно здесь началась война в Украине. Поэтому польские военные готовились к этому. В ближайшие дни на границе будет находиться около 40 тысяч солдат. Польские и голландские истребители уже сбивали российские дроны над территорией НАТО, а сам инцидент произошел буквально за день до начала учений. Варшава не исключает, что под прицелом Сувалкский коридор – уязвимое место альянса между Белоруссией и Калининградом. Немецкие войска останутся у границ России навсегда. Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич объявил в Вильнюсе, немецкая военная бригада будет размещена в Литве на постоянной основе. Это важный шаг по укреплению нашей системы сдерживания и обороны на восточном фланге Альянса. Мы пока не знаем, было ли это преднамеренным действием или непреднамеренным. У нас есть множество перекрывающихся трасс от различных сенсоров, и сейчас мы пытаемся это все свести воедино. Это первый случай постоянного базирования крупного западного контингента всего в нескольких десятках километров от Калининграда. Границы НАТО становятся крепостью. Правда, глава украинской разведки призывает не относиться к этим учениям как к гарантированному нападению. Мы поговорили об этом с военным экспертом Владиславом Селезневым. На что бы я хотел бы обратить внимание нашей аудитории, так это на действия, совместно синхронизованные действия российской и белорусской логистик. Мы понимаем, что основные усилия для обеспечения полноценного обеспечения действий на поле боя ложатся на плечи интенданта, соответственно, как российских, так и белорусских. Полагаю, что именно это станет ключевым элементом нынешних учений «Запад-2025». И еще один очень важный момент – это мероприятия, связанные с проведением мероприятий по мобилизации на территории Республики Беларусь. Но, опять же, тут будут все эти мероприятия происходить в определенной последовательности и синхронизованности в части действий как Москвы, так и Минска. Серьезный вопрос, масштабная и достаточно планомерная инфильтрация процессов государственного управления, как Москвы, так и Минска. Соответственно, то самое объединенное или союзное государство демонстрирует именно практическую составляющую этих политических решений. Чем вся история закончится? Полагаю, что все-таки учения пройдут и завершатся, и силы и средства, которые будут привлечены к этим учениям со стороны Российской Федерации, вернутся в места постоянной дислокации. Спецслужбы уверены, РФ целилась по логистике в Жешуве. Это один из ключевых узлов поставок оружия Украине. По данным немецких медиа, не менее 5 дронов во время российской атаки направлялись прямо к военной базе НАТО. Именно через эту базу идут западные поставки вооружений в Украину. 3 беспилотника были уничтожены нидерландскими F-35. Еще 2 потерпели крушение. НАТО уже в состоянии повышенной боевой готовности. Параллельно в 10 утра 2 других дрона вошли в воздушное
пространство Литвы. НАТО считает, Россия проверяет реакцию Альянса в обломках. Якобы не нашли взрывчатку, возможно, это действительно был тест реакции. Если вторжение действительно было проверкой, то какую информацию получила Россия и каким будет следующий шаг? Поговорили об этом с военным экспертом Владиславом Селезневым. Де-факто они увидели абсолютно неэффективную реакцию всех государственных и военных структур, как Польши, так и Североатлантического альянса. Не было жесткой реакции, причем адекватной тем угрозам, которые несла эта дроновая атака на территории Республики Польши. Фактически это таким образом представители Североатлантического альянса и Польши провоцируют, либо же всячески стимулируют Российскую Федерацию для дальнейших такого рода же действий, возможно, их масштабирования, либо же реализация этих действий в каких-то иных вариациях и форматах. Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на почти $900 миллиардов, один из крупнейших в истории. Но за этим массивом цифр скрывается глубокий политический конфликт, который все громче звучит в Вашингтоне. Республиканцы протащили жесткие ограничения по гендерной и социальной повестке, и законопроект превратился в арену битвы не только за армию, но и за идеологию. Документ предусматривает повышение зарплат военным, усиление оборонной готовности и модернизацию закупок Пентагона, но одновременно запрещает гендерно подтверждающее лечение для военных и сворачивает попытки гарантировать им доступ к абортам. Удар по трансгендерам – прямое продолжение линии администрации Трампа, которая ранее добивалась их отстранения от службы. Демократы в бешенстве, но часть прогрессивных голосов все же поддержала закон ради оборонных пунктов и восстановления контроля Конгресса над военными операциями. На этом фоне сюрприз для Украины. Несмотря на крики Марджори Тейлор Грин и других трампистов, Палата отклонила поправку о сокращении помощи Киеву. В бюджете на $892,6 миллиардов остаются 400 миллионов на безопасность Украины. А также вводится обязательное уведомление Конгресса, если Пентагон захочет по-тихому заморозить поставки, как это уже случалось летом. Для сравнения, в версии Сената речь идет о 500 миллионах, и теперь предстоят жесткие переговоры о финальной редакции. Дальше оборонный бюджет идет в Сенат, а Америка в политический шторм. И если раскол внутри страны станет еще глубже, то вопрос помощи Украине и будущего армии США может стать главным рубежом битвы между левыми и правыми. Америка наносит ответный удар. В Конгресс США внесен законопроект о восстановлении поправки Джексона-Веника. Это не просто символ, это жесткий запрет на торговлю с авторитарными государствами. И на этот раз мишень Россия. Инициатор – конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, который прямо связал инициативу с нападением российских дронов на Польшу. В своем заявлении он назвал Россию террористической диктатурой и подчеркнул, торговля с ней должна быть полностью прекращена. Уилсон не обошел вниманием и ошибки прошлых лет. По его мнению, перезагрузка времен Обамы и Керри привела к попытке аннексии Крыма. Именно тогда, напомнил он, была отменена поправка Джексона-Веника, открывшая двери для экономического сближения с Кремлем. Для справки, поправка Джексона-Веника – это закон времен Холодной войны, запрещавший нормальные торговые отношения с режимами, не допускающими свободы иммиграции, изначально против СССР. Формально он действовал до 2012 года, пока его не заменил акт Магнитского. Теперь исторический разворот назад, и он может привести к полной торговой блокаде России со стороны США. Маск больше не номер один. Генеральный директор Тесла уступил первое место в мировом рейтинге богатейших людей. Его обошел 81-летний сооснователь Oracle Ларри Эллисон, состояние которого за один вечер выросло на $101 миллиард, достигнув 393 миллиардов, сообщает Bloomberg. Все дело во взрывном росте акций Oracle. Компания отчиталась о громадных облачных контрактах на сотни миллиардов. Акции подскочили сразу на 40%, и капитал Эллисона пошел в космос. Буквально за сутки он сместил Маска с пьедестала. Тесла тем временем теряет позиции. Капитал Маска теперь всего $385 миллиардов. И тенденция вниз – один из главных ударов сотрудничества с Пентагоном, которое, по слухам, тормозит коммерческие проекты. Ну а Oracle, наоборот, выходит на новый уровень. Компания прогнозирует 77% роста облачного подразделения уже в 2026 году, а к 2029-му выручку в $144 миллиарда только от облаков. Ларри Эллисон, один из ветеранов IT-индустрии,
индустрии, отец корпорации Oracle, не просто возвращается, он доминирует. В 81 год он доказал, что в эпоху искусственного интеллекта, бигдейта и облаков старые мастодонты умеют удивлять не хуже технорок звезд Кремниевой долины. Маск с ракетами X и электрокарами, Эллисон с базами данных и миллиардными госзаказами. НАСА заявила о возможном прорыве в поисках внеземной жизни. Полученные данные с поверхности Марса могут свидетельствовать о том, что микробная жизнь действительно существовала там миллионы лет назад. Итак, год назад мы подумали, что нашли на поверхности Марса то, что, как мы считали, является признаками микробной жизни. Мы передали это нашим научным коллегам, чтобы они провели всестороннюю проверку, проанализировали и ответили, правильно ли мы все поняли. Так что вполне возможно, что это самое убедительное доказательство существования жизни на Марсе из всех, что у нас когда-либо было. Это открытие позволяет нам стать ближе, чем мы когда-либо были, к подтверждению древней жизни на Марсе, говорит глава НАСА. Переворот в науке, пока ученые сдержаны, но формулировка говорит сама за себя. Если не найдено другого объяснения, возможно, оно и есть перед нами. На популярном туристическом острове Бали введено чрезвычайное положение на срок не менее недели из-за масштабных наводнений. Власти призывают туристов не покидать места проживания без необходимости и заранее планировать маршруты с учетом ограничений. По официальным данным, от стихии уже погибли 14 человек, еще 2 числятся пропавшими без вести. Более 560 жителей эвакуированы в пункты временного размещения. Синоптики предупреждают о возможности новых ливней. Местные власти усиливают меры безопасности и просят сохранять бдительность. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.